Какой план завершения войны у США? Почему Белый дом не дает разрешения бить вглубь территории Российской Федерации? И сможет ли эта позиция измениться после выборов в США? Об этом прямо сейчас поговорим с нашим гостем. Борис Пинкус, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана с нами на связи. Борис Яковлевич, здравствуйте, рада приветствовать. Добрый день, дорогие, дякую и слава Украине. Героям слава! Спасибо вам за поддержку. Сегодня президент Зеленский побывал на заседании Рамштайн, и он, конечно же, выступает за то, чтобы Соединенные Штаты Америки и другие союзники дали нам все-таки разрешение бить вглубь территории Российской Федерации. Пока этого разрешения нет. Остин вообще говорит, что у Украины есть свои дальнобойные ракеты, но, возможно, они и есть, но их очень мало. Ну и кроме того, Зеленский сказал, что Украина уже начала использовать истребители F-16, но их количество пока недостаточно. Они сбивают ракеты и беспилотники, они очень эффективны, но их очень мало. Вы об этом знаете. Борис Яковлевич, вот как вы думаете, то, что Владимир Зеленский лично приехал на Рамштайн и попросил наших союзников расширить помощь, это может повлиять на то, что они, правда, сейчас дадут какие-то плюшки? Ну, я вам напомню, это 24-е заседание Рамштамской группы, контактной группы, в которой входит 54 по списку стран, и второе личное участие Зеленского на саммите вот этой Рамштамской группы, которая, собственно, и создана для оказания помощи Украине. И, конечно же, сегодняшнее участие Зеленского на этом саммите – это крик души. Это вопиюще, я вам прямо скажу. Вы мне скажите, куда еще можно смотреть дальше, какое терпение надо еще иметь, да и еще что должно еще случиться на многострадальной украинской земле после Львова, пожалуйста, после Полтавы, к примеру, Киев постоянно. Что еще должно произойти, чтобы Запад наконец-то сбросил все свои оковы и сказал: все, это наша война, мы должны, засучив рукава, даже если не посылаете своих войск, свои вооруженные силы, дать Украине то, в чем она нуждается. Вы посмотрите, во-первых, нарушается закон нами, американцами, при администрации Байдена конкретно. Закон, принятый 20 апреля по оказанию помощи Украине в сумме $61 миллиард. Нарушается почему? Да потому что там есть пункт, четко обозначенный черным по белому, оказание помощи Украине атакамцами большого радиуса действия. Почему их нет? Почему Байден продолжает издеваться над украинским народом, оказывая помощь по чайной ложечке? Почему? Это нас волнует. Конечно же, вы вправе задать вопрос: а где же Конгресс? И я задаю вопрос сегодня изнутри. Вот мы сегодня, вот уже я был в контакте с одним из директоров офисов известного конгрессмена, проукраинского, одного из лидеров нашего Нижней палаты и лидеров нашего большинства в Нижней палаты. Я говорил с ним в открытую, и у меня есть некоторые интересные новости. Я был недавно в Европе, только вернулся, и довольно интересные встречи были с людьми, хорошо знающими ситуацию в Украине. И я вам прямо скажу, что положение катастрофическое. Если сегодня мои однопартийцы не будут стучать кулаком и не будут врываться в офис этого Байдена, то все, что мы до сих пор делали, уйдет коту под хвост. И нам не... Вы понимаете, в чем проблема? Почему-то больше говорят о Трампе. Ну, слушайте, даже если Трамп победит, ведь он будет легитимным президентом только после 20 января будущего года. Еще 6 месяцев. Вы посмотрите, что творится на украинской земле. Почему Байден не применяет или не подчиняется закону, принятому 20 апреля,
об этом речь. И я не знаю, вот я, например, внес пару предложений. Мои однопартийцы есть влиятельнейшие, причем доноры, которые спонсируют сегодня не только Трампа, победа которого еще не очень ясна, и будет ли она вообще. Это все зависит от его личных качеств, между прочим. Вот. Речь идет о конгрессменах, которые переизбираются. У нас, напомню вам, все 435 конгрессменов должны быть переизбраны. Это они будут в бюллетенях 5 ноября. Я не говорю о 35 сенаторах, которые тоже переизбираются из 100. Так вот, вы знаете, многое зависит от доноров, от той рекламы, которую делают депутаты сегодня. Вы знаете, от того, насколько они будут иметь опору от рядовых избирателей. Каковым мы и относимся. Понимаете, мы имеем право требовать. Я уже плевать хотел на этих демократов. Даже тех, которые якобы за Украину. Я имею право требовать от моих однопартийцев. Понимаете? И призываю избирателей, чтобы они были пожестче к республиканцам, чтобы и у нас не будет большинства, если мы достойно не поддержим наших республиканцев. Поэтому сегодня ложка дорога к обеду как никогда. Я вам больше скажу. Вы посмотрите, что происходит. Вот видите ли, Байден сказал, вот еще 250 миллионов долларов помощь Украине. Подождите, при чем тут 250? Ведь оказывается, я вам акцентирую, из 61 миллиарда, который Конгресс принял как закон 20 апреля, только 8 миллиардов, оказывается, только на вооружение, прямое вооружение для Украины. И по сей день только 2 миллиарда использовано. А вот 6 миллиардов, оказывается, еще не использованы. Я вам напомню, почему об этом стоит говорить. Да потому что 30 сентября – последний день финансового года американского. Последний день. То есть, если эти 6 миллиардов не будут использованы, то все, они будут не бездейственны. Снова надо будет выбивать уже новому Конгрессу в новом составе. Еще неизвестно, кто там будет. Будут ли достаточное число конгрессменов, которые будут за оказание помощи Украине до полной победы? Это еще вопрос. Поэтому вы понимаете, что происходит? И Байден не торопится. Поэтому я возвращаюсь к очень важному вопросу. По сей день многие украинцы, они имеют на то право, обижаются на республиканцев. Говорят, слушайте, а где вы, республиканцы, были 6 месяцев с начала прошлого года, когда Конгресс не подписывал помощь Украине? Так вот, сегодня мы имеем четкий, ясный ответ. Дело не в республиканцах это было. Дело было в самом Байдене, его администрации, который еще тогда, имея в наличии 4 миллиарда, их не использовал. И вот сегодня, имея 6 миллиардов, он не торопится. Он не торопится, друзья мои. А ведь посмотрите, Зеленский не случайно приехал сегодня в Рамштайн. Не случайно. Он, бедный, готов переворачивать стол. Там сказать, слушайте, вы говорите одно, а делаете другое. Вы обещаете и не выполняете. Понимаете, и я вправе задать вопрос сегодня моему президенту, балбесу, сказать, слушай, ты вообще хочешь победы для Украины или нет? Ты будь честным, скажи правду. Почему ты издеваешься над украинским народом? Сегодня вы знаете выражение «воевать нельзя договариваться». И вот весь вопрос, где поставить запятую. Мы должны воевать. Вот тут надо поставить запятую. Нельзя договариваться. Почему я это вам напоминаю? Да потому что сегодня опять волна в Америке, волна вокруг Байдена. Заканчивай войну и на Ближнем Востоке с этим Хамасом. Заставь Биби Нетаньягу, что он подписал договор с этими мерзавцами, террористами. И заставь Зеленского. Пока не поздно. Вот на той линии, на которой находятся сегодня российские войска, чтобы остановиться. Заключить договор с Путиным. Вы понимаете, эта волна есть. Вот к этому сейчас прислушивается Байден. И Харрис, который еще хуже, чем он, сегодня уже помышляет об этом. И не дай бог, если она победит. Это будет катастрофа для всех нас.
начнется с Америки, и потом валом пойдет, знаете, по цепной реакции на весь остальной мир. Поэтому сегодня или никогда. Поэтому мы давим, мы требуем, ну, все, что можно от нас, всеми доступными средствами пытаемся достучаться до правильных людей, которые могут, в конце концов, перевернуть кверх дном эту шахматную доску и заставить Байдена поступать так, как должно быть на войне, выполнять свои обещания и даже просто следовать закону, принятый Конгрессом. Вот такая у нас сегодня ситуация. Но есть хорошие новости. Хорошая новость в том, что именно спецназовская группа «Азов» прорвала окружение под Покровском. Более того, часть поселка Нью-Йорк, вот удивительное совпадение с названием нашего крупнейшего города, Нью-Йорк, уже под контролем ВСУ. Это отличная новость. То есть окружение российское, которое имело место вокруг украинских войск, оно прорвано. Вот это очень важно. Это надо поддержать сегодня. Ну, тут опять-таки, значит, вот Зеленский будет встречаться с Шольцем. Вот сегодня или завтра он будет встречаться. Шольц уже заявил, да, ну уже вот встретился. Шольц уже заявил, что он 12 гаубиц обещает. Причем 6 вот в этом месяце или на следующем, а 6 остальных аж на следующий год. Вы посмотрите как. Ну, зачем? Вы мне скажите, что вы хотите от Украины? Вот в этом вся проблема. Я не говорю уже о том, вот эти 6 миллиардов, которые принадлежат Украине, они ведь запросто могли быть использованы и для атакамсов большого радиуса, если 300 и более километров, и для тех же самолетов F-16, которых всего 10, а должно быть 100, не меньше должно быть, а то и 200. Понимаете как? Можно, и не надо из Америки посылать. Это все могут сделать страны-члены НАТО. Та же Польша, та же, например, Чехия, например, та же Германия, Франция и все остальные. Понимаете как? Могут запросто. Борис Тем более они... извините, а вот говорят о том, что якобы этих ракет у самих Штатов недостаточно, поэтому они их якобы и не дают Украине. Неправда. У нас есть НЗ, который постоянно контролируется, усовершенствуется. Знаете, апгрейдинг есть у нас, то есть улучшение качества. Понимаете как? Это все, это ложь. Это неправда, не верьте им. Они не хотят победы Украины. Они еще надеются, что с Путиным они могут договориться. Вот так стоит разговор. По сей день витают мысли о том, что Китай намного опаснее Путина. Вот это самое страшное. Это самоубийство для нас, американцев. Ну вот, кстати, мне кажется, что как раз сейчас главная битва идет между КНР и США, а не так, как наша война, и бьются они за ЕС. Китай пытается зайти в ряд стран Европейского Союза, не только в Венгрию, чтобы создать серьезный плацдарм для дальнейшего своего присутствия в Европе. Ну а Соединенные Штаты Америки не хотят этого допустить. И вот мирный план по Украине – это часть этой великой битвы или о чем вы? Совершенно верно. Более того, ведется подпольная работа во главе с Китаем. И Индия немножко балансирует. Причем она довольно успешная. И то, что сегодня Турция заявила, и уже подала заявку, не то, что заявила, она подала заявку на членство в эту коалицию БРИКС, так называемый, так? И это тоже говорит о том, что мы теряем каждый день те позиции, которые были завоеваны еще при Трампе. В этом вся трагедия. Я не говорю о том, что Америку выдворили во время пребывания Байдена в Белом доме из 7 африканских стран. Там было 7 наших военных баз. Вышвырнули, и там сегодня уже Китай и Россия. И плюс к этому вот именно Китай сегодня форсирует свое влияние, причем как на дипломатическом уровне, так и на экономическом, выживая Америку. И никакой эффективной работы в ответ на это со стороны байденской администрации. 0. Более того, не просто 0, минус. Мы уступаем, мы теряем. Не то, чтобы мы завоевывали, мы уходим назад, отступаем. Вот это самое страшное. И это очень сказывается
на войне как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Поэтому вы посмотрите, под каким колоссальным давлением находится Биби Нетаньяху. Точно так же, как и Зеленский. Ничуть не меньше. Почему? Одна стратегия. Мир в обмен на территории. Вот эта злополучная, отвратительная, пагубная, самоубийственная политика, которая может, знаете, свести на нет все усилия, все потери украинского народа и израильтян, которые и так уже много потеряли и еще продолжают зажимать Израиль с тем, чтобы он договорился, обращаю ваше внимание, вступил в переговоры с террористами, которые должны быть уничтожены, а никакие переговоры не должны быть с ними. В этом вся проблема. Опасно. Очень серьезно. Очень серьезно, я вам говорю, как рядовой американец, налогоплательщик, который тоже принимает, я принимаю участие, как могу, и призываю, таких как я, у нас тысячи, если не миллионы друзей Украины. Поэтому мы пытаемся сегодня объединить наши силы, особенно сегодня, когда накал предвыборной борьбы растет, знаете, и нет дня, чтобы там или здесь не были какие-то сюрпризы. Причем сюрприз сегодня очень интересный преподнес нам сам Путин, который заявил о том, что он поддерживает именно кандидатуру Харрис. Да. Вот это здорово. Угу. Это очень важно для нас, для республиканцев и для тех негодяев, которые по сей день считают, что Трамп дружит с Путиным, что он работает на Путина. Вот вам наглядный пример. Ну, некоторые скептики могут мне сказать, что Путин играет. Он на самом деле в хороших отношениях с Трампом, он не хочет это демонстрировать. Чушь собачья. Вот то, что сказал Путин, это его глупость была, большая глупость. Это сработает на пользу Трампу. Вот это очень важно. Вот я думаю, мы с вами будем свидетелями на дебатах, вот, которые будут 10-го, так, между Харрис и Трампом, когда левые медиа, ABC, которые будут вести эти дебаты, уверен я, в упор задаст вопрос тому же Трампу, как он видит себя как президента в войне в Украине. Посмотрим, как он на это ответит. Борис Яковлевич, по поводу вот этих мирных планов и того, что там на администрацию Байдена давят, или администрация Байдена давит на то, чтобы Зеленский садился и договаривался с Путиным, то какой у них план? То есть заморозить конфликт по линии фронта, дать возможность не повториться этому конфликту и что, ждать, пока Путин умрет? Хороший вопрос. Вот на это тоже есть расчет. С другими словами, они говорят, давайте так. Кто они? Это Салливан, это главный советник Байдена по национальной безопасности. Это Билл Бернс, директор ЦРУ. Еще один, который ведет подпольные переговоры с Нарышкиным, главой разведки по России, к примеру, подпольно. Цель такова. Значит, замораживают вот эту линию фронта, значит, там Крым, 4 области украинские отходят к России, как Россия просит, а все остальное остается за Украиной. Зато Зеленскому дают пряник. И членство Европейский Союз. Вот такие пряники обещают вот эти вот те миротворцы в кавычках. Понимаете, но это неприемлемо. Это исключено быть полностью. Еще раз повторяю, воевать нельзя договариваться. Только. Почему? Потому что этим варварам дашь пальчик, отрубят руку. Дашь руку, отрубят голову. Это закон. Тем более Путин никогда не скрывал своих аппетитов. Он всегда руководствовался, знаете, ссылаясь на Петра Первого, что Петр Первый никогда не был завоевателем. Он возвращал русские земли. И вот сегодня Путин играет роль того самого Петра, так называемого, уже вот в 21 веке, который не завоевывает, а возвращает русские земли. Вот это его философия, это его девиз. Вот. И Запад, к сожалению, ничему не научившись, не извлекая никаких уроков из прошлого, продолжает совершать одну ошибку за другой, которая нам
рядовым налогоплательщикам обходится боком. И неизвестно, чем обернется завтра. Но одно очевидно, не дай бог, если вдруг Запад во главе с Байденом пойдут навстречу тому же Путину на уступки, считайте, это начало конца Америки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вы вспоминали о том, что Путин заявил, что Кремль якобы поддерживает не Трампа на выборах, а Харрис. И ранее он также говорил, что Байден для Российской Федерации он предпочтительнее. Но вот как Байден сейчас сошел с гонки. Но вот по поводу Трампа. Очень интересно, никто не знает, да, как он будет действовать в отношении Украины, России, если победит на выборах. И много неоднозначных заявлений появляется с его стороны по поводу Курской операции, что это может привести к Третьей мировой войне. И вот буквально сейчас он, выступая, если не ошибаюсь, в Нью-Йорке, заявил, что может снять санкции США с Россией, если победит на выборах, так как считает, что они ослабляют доллар. Цитирую. «Вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей валютой. Существует так много конфликтов со всеми этими странами, что вы потеряете господство доллара. Я хочу использовать санкции как можно реже». Вот, Борис Яковлевич, как вы прокомментируете эти заявления? Да, он это сказал на встрече с бизнесменами с Уолл-стрит в Нью-Йорке. Это была очень интересная встреча. Тут интересна одна деталь. Трамп говорит, что он за защиту статуса доллара как международной мировой валюты. Для этого он говорит, что санкции не всегда работают. Например, он привел пример России. Вот мы, говорит, столько санкций предъявили Путину, и что же, чего мы добились? Путин повернулся на восток, он сегодня целиком во власти Китая и других стран, и он сегодня наращивает свою экономику именно благодаря тому, что вот они все сейчас в одной команде. Он имел в виду Путина, Си Цзиньпиня, например, той же Индии, кстати, которую мы тоже потеряли. Вот. И Саудовская Аравия повернулась от нас в сторону России. Там, я не говорю уже о других странах. Так вот, вы понимаете, беда, ну я не знаю сказать, назвать ли это бедой, но Трамп не договаривает. Я вас хочу вернуть к его выступлению на съезде нашей партии в июле, когда он, получив номинацию, выступил потрясающе, сказав о том, что он за мир, но на основе мощной нашей силы военной. Он говорил о мире, но которая будет проецироваться сквозь призму наших вооруженных сил. Только это. Поэтому я возвращаюсь к вчерашнему его встрече и выступлению на встрече с бизнесменами. Он, знаете, вот соединял экономические рычаги с военными. Запомните, он никогда не пожертвует ни одной пядью земли Украины. Тем более вчера же он сказал, что упущен тот момент, когда с Путиным можно было договариваться. Это были его слова. Это говорит о чем? О том, что если бы до 24 февраля прошлого года был бы заключен договор с Путиным о том, что он не нападает на Украину, он выбросит эту идею из головы, агрессия против Украины и захват территорий, в обмен Америка что-то предложит, экономическое, может быть, что хотите, лишь бы, знаете, сохранить жизнь каждого украинца, каждой пяди земли, оставить в пределах границ Украины 91 года. Вот это логика Трампа. А вы можете задать мне вопрос, а почему он вчера об этом не сказал? Не будет говорить. Дорогие мои, не будет. Почему? Я вас возвращаю к тем последним опросам, которые есть между ним и Харрис. Он не выигрывает, к сожалению. Он балансирует в этих вот от 7 до 11
на этих неопределившихся штатах, где нет еще уверенности, что он победит. Почему нет уверенности? Да потому, что по сей день около 15 миллионов избирателей еще не приняли решения, за кого они будут голосовать 5 ноября. Для них на первом месте ни Украина, ни Израиль, ни кто другой за рубежом. Внутренние проблемы – это инфляция, это нелегальная иммиграция, это преступность. Вот. Поэтому он боится слова сказать о том, что он будет воевать, что он долбанет, что вышвырнет, уничтожит. Он не будет это говорить. До тех пор, пока он не выиграет 5 ноября. Давайте вот на это сконцентрируемся. Поэтому я вас очень прошу, дорогие мои, каждого слушателя, каждого зрителя, пожалуйста, не поддавайтесь вот этим вот риторикам, вот этим болтологии русскоязычных экспертов, которые пугают Трампом. Это неправда. Поверьте, этого не будет. Ему никто не позволит, если даже он вдруг захочет, а это исключено, если даже вдруг захочет пойти, знаете, силовым методом заставить Зеленского за стол переговоров, ему не позволят. Как вы думаете, кто? Прежде всего, двухпартийное единство в Конгрессе. Друзья, вы что думаете? Вы знаете, Линдси Грэм, что он вдруг скажет: о, Трамп прав, давайте отдадим Украине часть. Этого не будет. Майк Тернер, председатель комитета по разведке, Майк Маккол, председатель по комитету по иностранным делам, они же ближайшие друзья Украины. Вы что думаете, так взяли, они отвернулись от Украины? Этого не будет. Никогда. Запомните это. Просто многие украинцы не в курсе той кухни, которая царит в нашей предвыборной жизни политической. И здесь говорят все, лишь бы достичь цели своей. Тот же Трамп еще немало глупостей будет говорить до 5 ноября ради того, чтобы угодить тем, кто должен прийти и за него проголосовать. Поэтому не надо на это обращать внимание. Никогда. Господин Пинкус, вы говорите, что Трамп будет готов условно там дать оружие, чтобы именно победить Путина, а не садиться с ним за стол переговоров. А почему же тогда он вторжение Украины на территорию Российской Федерации говорит, что это вторжение может спровоцировать Третью мировую войну, и он говорит: посмотрите, что вообще происходит, они наступают на Россию, у вас будет Третья мировая война. Так он же так может сказать и с оружием, в принципе, как и Байден, что это будет эскалация, Третья мировая и так дальше. Нет, он должен говорить о том, что Америка должна избегать Третьей мировой войны. Он обязан это говорить. Не дай бог, если он заикнется, считайте, что он провалит свои выборы на 100%. Даже самые-самые закоренелые друзья Трампа, они просто скажут: да что-то, он воевать собирается, он мировую войну затеивает. О чем вы говорите? Нет, он должен это говорить. Пока. В то же время, друзья мои, давайте будем объективными. Он продолжает говорить, что помощи Украине делается недостаточно. То же самое он говорит в адрес и Израиля. Точно так же он осуждает администрацию Байдена в том, что администрация недостаточно оказывает помощь и Украине, и Израилю. Понимаете, то есть он балансирует, друзья мои. Вот будь он сегодня, знаете, вот в вопросах выше Харрис на 10 пунктов, как минимум, вы бы увидели его совсем другим. Он говорил бы по-другому. Он не может говорить. И еще раз напоминаю вам, победить у него шансов не так уж много. 50 на 50. Еще раз говорю, многое зависит от его личных качеств. У него огромный шлейф достижений, которые он имел в предыдущую каденцию. И он, опираясь на эти достижения, может сегодня говорить о том, что он будет развивать их. Плюс к этому добавить то, что наломано именно Байденом, а он обещает их исправить. Вот это он должен говорить. Вот если он не будет этого говорить, провал обеспечен нам всем. Нам всем. Америке вместе с Украиной. Не дай бог. Поэтому еще раз говорю, пожалуйста, думайте о другом. Надо любой ценой выбивать оружие сегодня. Трамп это после 20-го.
января, через 6 месяцев. Нам еще выжить надо. Каждый день дорог. Каждый день. Кто мог подумать, что атака будет на Львов? Кто мог подумать, что произойдет в Полтаве? Кто? Никто. А этот изверг, этот маньяк, он будет это делать. Почему? Да потому что Запад меланхоличный, Запад трусливый, двуличный, лицемерный. Точка. В этом вся беда. Ну да, ракеты еще летят, ракеты с американскими и западными компонентами. Но, кстати, Соединенные Штаты вроде как вводят какие-то там санкции. Вот в последний раз под новые санкции США попали российские пропагандисты. РИА Новости, Спутник, РТ Симоньян, ну и также другие российские, извините за слово, рожи, потому что их по-другому не назвать. Что это такое? Их обвиняют в том, что они якобы пытаются как-то вмешаться в президентские выборы этого года. Что вам известно, насколько это сильные санкции? Во-первых, это комариный укус. Вы знаете, я хочу задать вопрос нашим политикам. Если Путину позволено арестовывать наших журналистов в лице Гершковича, а потом поменять на преступника-убийцу, к примеру, да, российского, чьи КГБшные сети разбросаны по всему свету, между прочим. А почему мы не можем арестовать журналистов этого арти КГБшного? Почему? Арестовать, а потом обменять на всех тех, кто еще томится в подвалах КГБшной тюрьмы Путина, к примеру. Почему? Почему мы не можем себе это позволить? В этом вся трагедия. Ну, РТ имеет, знаете, статус иностранного агента. Да, они плевать хотели. Как они вели свою подрывную деятельность шпионскую, так и продолжают вести. Вот, пожалуйста, 10 миллионов долларов потрачено на подкуп тех, кто будет очернять Америку, работая внутри нашей страны на информационном поле. Вот это. Поэтому тут многое предстоит. Вы знаете, благодаря Украине мы узнали, что у нас творится внутри нашего общества. Сколько гнилья, столько затхлого запаха накопилось за десятилетия. И только благодаря героизму украинского народа нам пришлось взглянуть друг на друга, посмотреть, что за нами и что осталось нетронутым за десятилетия, и что обросло мхом, и что надо менять коренным образом. Опять-таки благодаря Украине. Поэтому, вы знаете, Украина замахнулась на очень многое. Не только на свою свободу, на свою демократию, но она также показала нам, еще раз повторяю, Западу, европейским странам и Америке прежде всего, над чем мы должны поработать, чтобы хотя бы обеспечить нашу собственную безопасность. Я возвращаюсь к вашему вопросу по поводу информационных агентов. Вот они шпионы, настоящие рожи. Вы правильно применили это слово. Они заслуживают быть именно за решеткой, с тем, чтобы потом их обменять. Так должно быть. Более того, честь и хвала ВСУ за то, что они сегодня делают и в Курском направлении, и, вы знаете, не имея в достаточном количестве оружия и снарядов, вы знаете, стоят, держатся, воюют и не намерены сдаваться. Вот это нас вдохновляет. Понимаете как? Это нам дает пример того, каким должен быть воин, если он действительно патриот своей страны. Поэтому я оптимист. Я оптимист почему? Да потому что народ наш все-таки в большинстве своем за Украину, за полную ее поддержку. Более 60% американцев по последним опросам за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. И никто, кто бы не был в Белом доме, игнорировать это не может, не сможет. Народ этого не позволит ему. Вот это мне дает оптимизм. Плюс к этому Конгресс. Конгресс будет, дай бог, мы молимся, будет переизбран с большинством в пользу республиканцев. А раз так, то, естественно, тот закон, который был принят 20 апреля, он будет в действии. Более того, он будет, я надеюсь, более агрессивным, более активным. Но это уже, опять-таки,
после января будущего года. А пока нам ничего не остается, как давить на нынешнюю администрацию с тем, чтобы свои обещания, принятые 20 апреля по имплементации закона по оказанию помощи Украине, чтобы он был принят, и чтобы вот эти 6 миллиардов, которые сейчас висят, а до 30 сентября считанные недели остались, друзья мои, их надо быстрее оприходовать и отправить оборудование, нужное оборудование Украине. Напомню вам, патриоты этой системы производственной обороны стоимостью в $1 миллиард были бы очень нужны сегодня Украине. Допустим, если бы патриоты отправили бы из европейских стран, из стран-членов НАТО, это ранние модификации, допустим, начала 2000-х годов, к примеру. А вот эти новые, последние модели отправить взамен тем же европейцам. Европейцы бы на это пошли бы. Нужна воля Байдена для этого. Я не говорю о самолетах F-16. Я не говорю об атакамсах. Стоимость одного атакамса стоит всего лишь на 10 миллионов. Можно отправить атакамсы? Пожалуйста. А там 6 миллиардов. Вы посмотрите, можно. Другими словами, есть все возможности помочь Украине. Вот этими хотя бы 6 миллиардами. Это хорошие деньги. Они бы сегодня помогли бы укрепить и поддержать спецгруппировку «Азов», которая сделала прорыв, и с тем, чтобы в других направлениях иметь успех, с тем, чтобы не дать возможности этим варварам овладеть Покровском, который будет иметь тяжелейшие последствия для Украины, потому что это очень важный логистический центр военный. Точно так же, как и для ВСУ, имеет большое значение, например, Сужа, Курское направление, где тоже потрясающий успех ВСУ. Дай бог здоровья каждому солдату украинскому народу, поддерживающему свою армию, где тоже, друзья мои, рядом с Сужей проходит железная дорога, которая до сих пор была под контролем северной группировки российских вооруженных сил. Теперь она под контролем ВСУ. Это колоссальный успех. Честь и хвала великому украинскому народу и его армии. Борис Яковлевич, знаете, закончить наш разговор хочется на какой-то позитивной ноте. Я знаю, что у вас всегда есть информация, которая будет нам приносить радость по поводу оружия, денег или еще что-то. Вот на этот раз у вас что-то есть? Давайте какой-то позитив добавим. Есть хорошая новость о том, что вот в ближайшее время в Украине будет использовано новое американское оружие, которое будет уже позволено, по-моему, уже есть согласие на то, чтобы Украина его применяла. С оговорками недалеко от границ Украины, но на территории России. Зеленский знает, что делать, и Сырский тоже. Я думаю, они используют оружие по полной программе, так, как это должно быть, без всяких оглядок. Одно неоспоримо. Если варварам позволено бить по Киеву, почему не бить по Москве? Тем более украинские войска уже доказали, что они это могут. Запросто. Да. Могут бить по Москве, могут бить по любому другому городу Украины. Украина уже била и по Карельскому перешейку, если вы помните, там летел снаряд, ракета украинская, называемая «Лютый», которая летает за 1000 километров. Теперь уже американцы дают разрешение на использование новых видов вооружений. Но наш это интерес тоже. Почему мы? Это испытательный полигон. Мы должны проверить, как это работает против так называемых российских оружий, которые, как они считают, они могут пробить любую оборону и так далее. И вот американцы сегодня заинтересованы, особенно военные, тем, чтобы дать по мозгам России, проверить, как это оружие работает сегодня в полевых условиях. Так вот, пусть оно не будет в огромном количестве, но в достаточном количестве, которое может навести шорох в рядах российской армии. Тем более немотивированный, непрофессиональный и, как уже показывают многие эксперты, она просто не подготовлена к такому длительному ведению войны на чужой территории. И ВСУ это доказало. Так что в ближайшие дни я очень верю, что мы будем иметь хорошие новости. Борис Яковлевич, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы, как всегда, нашли для нас время, и спасибо вам огромное за поддержку Украины. Я напомню, что Борис Пинкус был с нами на связи. Вы, друзья, поддержите наш стрим
своими лайками, пишите комментарии, делитесь этим видео и давайте делать так, чтобы действительно сейчас Соединенные Штаты Америки не забывали ни в коем случае про Украину и помогли нам победить путинскую Россию. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших новостей. До встречи. До встречи, дорогие. Слава Украине. Мы победим, и очень скоро. Героям слава. Дякую.